Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Василя. Это канал о вязании. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь и вяжите вместе со мной. В данном мастер-классе я вам покажу, как связать вот такую вот небольшую летнюю сумочку с очень красивым узором на магнитной кнопочке. Для вязания нам потребуется 100 метров полиэфирного шнура 2 мм, крючок номер 3, пластиковая игла, 2 маркера и одна магнитная кнопка. Итак, приступим к вязанию. Кончик полиэфирного шнура необходимо подпалить, чтобы он не распускался. Делаем петельку и набираем 20 воздушных петель. Саму первую петлю не затягивайте. Набрали цепочку из 20 воздушных петель. Далее делаем еще одну петлю подъема. Переворачиваем. И вязать будем за перемычки. Вот они. Вводим крючок во вторую перемычку. И провязываем столбик. Здесь самый первый наш столбик мы отметим маркером. Далее вводим следующую перемычку и до конца ряда провязываем столбики без накида. Вот у нас в конце осталась последняя перемычка и вот эта вот петелька, самая крайняя. Провязываем в перемычку один столбик. Далее вот в эту петлю, вот как бы идет сверху перемычка, мы провязываем не в нее, а вот сюда, вот в крайнюю петельку. Вот сюда. Провязываем один столбик. Далее провязываем еще 2 столбика, откуда у нас выходит кончик нити. Вот он. Один столбик и сюда же второй. У нас получилось на конце 3 столбика. Далее вот этот кончик мы вытягиваем наизнанку. Тянем за него, и наше отверстие затянется. Вот так вот. Далее мы будем вязать уже за задние стеночки косички. Вот сюда будем вводить крючок и провязывать по одному столбику. Кончик нити укладываем вдоль вязания, захватываем, провязываем вместе. Находим самую первую, заводим крючок и провязываем столбик. Довязали до конца, у нас осталось 2 петельки. Провязываем в предпоследнюю один столбик. И в конце у нас должно быть точно так же 3 столбика, как и здесь, для закругления. У нас вот здесь вот, где мы отмечали маркером, мы делали петлю подъема. Это считается у нас один столбик. Далее мы провязывали в перемычку. Вот он, второй столбик. Поэтому сюда мы провязываем также один столбик. И у нас получится вместе 3 столбика. Теперь делаем соединение, вытягиваем петельку, убираем маркер и сюда же заводим крючок с обратной стороны
и захватываем петлю. Вытянули. Далее крючок заводим между столбиками. Вот сюда. Вот в эти петли, где у нас образовались такие петельки. Накидываем петельку на крючок и вытягиваем. Провязываем столбик. Итак, мы сделали соединение первого ряда. В первом ряду у нас должно получиться 42 столбика. Четное количество. Во втором ряду мы также должны сделать на краях прибавки. Поэтому здесь провязываем в это же отверстие еще один столбик. Далее в следующее отверстие провязываем снова 2 столбика. Далее будем провязывать по одному столбику. Вяжем мы между столбиками, захватывая вот эти верхние дужки косички обе. Провязываем по одному столбику. Довязали до конца. Вот у нас идут 3 столбика. Раз, два, три. Сюда провязываем по 2 столбика. Два столбика. В следующую снова 2. И в следующую снова 2 столбика. Итак, на скруглении мы провязали 6 столбиков. Далее провязываем по одному столбику. В последнее отверстие мы провязываем с вами 2 столбика, так как у нас на скругление должно быть 6 столбиков, а мы с вами провязали здесь вот 2 и здесь 2, всего 4. Получается, сюда мы должны провязать еще 2 столбика. Всего во втором ряду должно получиться 48 столбиков. Далее делаем соединение. Вытягиваем петельку, заводим крючок под косичку. Крючок вводим вот сюда. Накидываем петельку и затягиваем. Вытянули петлю, провязываем столбик. Далее третий ряд мы будем уже вязать без прибавок. Провязываем по одному столбику по кругу. И также в третьем ряду у нас будет 48 столбиков. И наше вязание будет потихоньку приподниматься вверх. То есть мы уже будем переходить к стеночкам. Делаем соединение третьего ряда. Заводим крючок под косичку. Сделали соединение.
Вот так вот у нас стеночки уже приподнимаются вверх. Далее 4-5 ряд вяжется точно таким же образом, без прибавок. Провязываем самостоятельно. Далее перейдем к основному узору. Делаем соединение 5-го ряда. Вытягиваем петельку, крючок под косичку. Петельку накидываем на крючок, захватываем рабочую нить и вытягиваем. Далее эту петельку мы не провязываем, вытягиваем ее чуть побольше на высоту столбика с накидом, так как последующие ряды мы будем вязать столбики с накидом. Делаем оборот крючком слева направо, захватываем рабочую нить, крючок ведем вниз и выводим вперед. На крючке образовались 2 петельки, мы их не провязываем. Далее мы делаем накид на крючок, пропускаем одно отверстие и следующее отверстие провязываем. Провязываем 2 петельки и все 3 петельки на крючке провязываем вместе. После того, как провязали 3 петельки, делаем воздушную петлю, и в это же отверстие мы должны провязать еще один столбик. Делаем накид, провязываем 2 петельки и 2 петельки оставляем. Соединим его со следующим столбиком. Пропускаем одно отверстие, в следующую делаем накид, вводим крючок в следующую, провязываем 2 петельки и 3 петельки на крючке. В одно отверстие мы провязываем 2 столбика. Пропускаем одно отверстие. В следующее мы должны также провязать 2 столбика. Делаем воздушную петлю, накид на крючок и провязываем столбик не до конца. 2 петельки оставляем. Делаем накид, пропускаем одно отверстие. Следующее провязываем столбик. 2 петли и 3 петли на крючке. Снова воздушная петля. И сюда же мы провязываем столбик не до конца. Провязываем 2 петельки. Далее снова накид на крючок, пропускаем и в следующую провязываем столбик. Провязываем все 3 петли. После того, как провязали 3 петли, всегда делаем воздушную петлю и провязываем в это же отверстие. У вас должно выходить по 2 столбика. Вот такой у нас получается узор. Пропускаем одну петельку и между столбиками всегда провязываем одну воздушную петлю. Довязываем до конца. В конце покажу, как завершить ряд, и перейдем на следующий. Довязываем ряд. Вот у нас идет самый первый столбик, который мы делали. Сюда мы должны будем провязать еще один столбик, сделать воздушную петлю и соединить. Довязываем. Сюда мы провязываем еще столбик. 2 петельки остаются. Пропускаем одно отверстие. И вот сюда, где у нас идет один столбик, мы провязываем еще один.
2 петельки, все 3 петельки провязываем. Далее делаем воздушную петлю и будем соединять ряд. Находим сверху косичку, заводим крючок и вытягиваем петельку. Далее мы будем вязать вот в эти отверстия, где мы провязывали воздушные петли. Поэтому вводим крючок вот сюда, накидываем петельку, подтянули и вытягиваем петлю. Делаем такой же столбик, как и в предыдущем ряду, вытягиваем петельку, делаем оборот, захватываем рабочую нить и крючок выводим вперед. 2 петельки на крючке, мы их не провязываем, делаем накид. Крючок будем вводить вот в эти отверстия, где мы провязывали воздушные петли. И провязываем столбик. 2 петельки и 3 петельки на крючке. Далее воздушная петля. В это же отверстие провязываем столбик, но не до конца. 2 петельки провязываем, делаем накид и в следующее отверстие провязываем столбик. Вот такой вот получается узор. Не забываем, что второй столбик, когда мы его провязываем не до конца и соединяем с последующим. А между столбиками делаем воздушную петлю. Далее соединяем ряд точно так же, как и в предыдущем ряду. Здесь в конце надо будет провязать один столбик, сделать воздушную петлю и соединить ряд. И последующие ряды вяжутся точно таким же образом. Я провязала 12 рядов основным узором. Теперь мы делаем соединение и будем последующие ряды уже вязать столбиками без накида. Вытянули петельку и провязываем столбик. Далее у нас идет вот 2 столбика, провязанные вместе. Над ним находится вот такая вот косичка. Заводим крючок под нее и провязываем столбик. Далее провязываем в отверстие. Снова над 2 столбиками заводим крючок под косичку. Снова в отверстие, под косичку. Провязали первый ряд столбиками без накида. Теперь делаем соединение. Всего должно получиться 48 столбиков. Заводим крючок между столбиками и провязываем
столбики без накида. Провязываем далее самостоятельно. Соединение делаем точно такое же. Я провязала 5 рядов столбиками без накида. Теперь мы сделаем соединение и обвяжем край. Захватываем петельку и вытягиваем ее на лицевую сторону. Далее заводим крючок под косички, захватываем рабочую нить и провязываем соединительный столбик. Также под следующую и соединительный столбик. Таким образом делаем обвязку края. И у нас получится вот такая вот косичка. Обрезаем нить. Вытягиваем полностью. Заводим крючок вот сюда, под обе стеночки петли. Захватываем кончик нити. И заводим вот сюда, в центр предыдущей косички. С обратной стороны вводим крючок. Сделали соединение. Кончик прячем. И обязательно его необходимо подпалить, чтобы он не распускался. Теперь будем вязать хлястик. Для этого набираем 20 воздушных петель. Набрали цепочку из 20 воздушных петель. Переворачиваем. И вязать будем за перемычки. Вводим крючок во вторую перемычку от крючка. И провязываем столбик без накида. Далее в следующую перемычку. Снова столбик без накида. И так провязываем до конца ряда. Осталась последняя петелька. Ее также провязываем. Далее мы кончик нити сразу спрячем. Вводим крючок вот под вот эти вот петельки. И кончик нити вытягиваем. Сюда вот наверх выводим. Мы его будем укладывать вдоль вязания и провязывать вместе. Далее делаем петлю подъема. Переворачиваем вязание. Теперь вводим крючок не в первое отверстие, а во второе. И провязываем столбик без накида. Следующее отверстие. Снова столбик. Вяжем до конца ряда. Довязываем второй ряд. И обязательно необходимо провязать в последнюю петельку столбик. Вот сюда. Далее делаем петлю подъема. Переворачиваем. И крючок снова вводим во второе отверстие. Это мы делаем для того, чтобы у нас край был ровным. Провязываем столбик. Довязываем точно так же столбиками до конца третий ряд.
Здесь в конце не забываем провязать последний столбик сюда в последнее отверстие. Далее делаем снова петлю подъема, переворачиваем и провязываем еще 4-й ряд. Вот такой вот у нас получается хлястик из 4 рядов. Теперь мы обрезаем нить, оставляем вот такой вот кончик сантиметров 20 и полностью вытягиваем нить. Заправляем кончик нити в иглу. Теперь мы будем ее присоединять к сумочке. Находим центр сумочки. Пришивать я вот буду вот здесь вот между рядами. Вот сюда вот в эти отверстия. Прикладываем. Смотрим, где у нас серединка. И далее сшиваем. Заводим крючок в отверстие. И пришиваем хлястик. С обратной стороны вводим в следующее отверстие. Здесь также захватываем нижнее отверстие. Хорошо затягиваем. Вот так вот мы пришили хлястик. Теперь нашу нить мы заводим между петельками и прячем кончик. Теперь нам необходимо будет пришить магнитную кнопку. Для этого на кончик хлястика мы пришиваем одну половинку. Затем регулируем. Здесь находим серединку на сумочке. Смотрим, куда присоединить вторую часть. И пришиваем. Кнопочку мы пришили. Теперь мы будем переходить уже к вязанию ремешка. В ряду у нас 48 столбиков. Делим пополам и отмечаем маркером серединки. Теперь мы будем провязывать сюда ремешок. Берем крючок, заводим в отверстие перед маркером и вытягиваем петельку. Провязываем столбик. Далее убираем маркер. Провязываем сюда второй столбик. И в следующее отверстие третий столбик. У нас получилось 1, 2, 3 столбика. Далее делаем петлю подъема, переворачиваем. Первое отверстие пропускаем, провязываем во второе, вяжем столбик без накида и захватываем вот эту крайнюю петельку. Второй столбик. Далее снова петля подъема, переворачиваем. Первое отверстие не провязываем, вяжем во второе. И захватываем крайнюю петельку. Снова петля подъема. Поворачиваем.
И мы должны провязать 2 столбика. Первый и второй в крайнюю петельку. Всегда пропускаем первое отверстие. Делаем это для того, чтобы у нас края получились ровные. Итак, поворотными рядами вяжем необходимую нам длину ремешка. Провязала я ремешок длиной 105 сантиметров. Оставляем вот такой вот кончик. Продеваем иглу и будем сейчас сшивать. Ремешочек выравниваем. Заводим иглу в отверстие перед маркером, вот сюда. Затем с обратной стороны крючок вводим в крайнюю петельку нашего ремешка. Снова вводим крючок в это же отверстие, то есть иглу. Далее вводим в середину ремешка. Теперь мы заводим вот сюда вот, где у нас установлен маркер. Центр. И снова в это же отверстие по 2 раза захватываем и протягиваем. Теперь в крайнюю петельку и в следующее отверстие. Хорошо затягиваем. Далее кончик прячем. И обязательно не забудьте подпалить, чтобы он не распустился. Наша летняя маленькая сумочка готова. Размером она у нас получилась 12,5 на 18. От моточка у меня остался вот такой вот остаток. Здесь 15 метров. На этом мастер-класс окончен. Надеюсь, вам все было понятно. Если остались вопросы, пишите в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, вяжите вместе со мной. Всем желаю приятного творчества.